Привет! Сегодня я к вам с носком. Я знаю, что в интернете уже этих носков великое множество, но у меня-то его нет, так что буду вязать с вами носок. В прошлом видео мы рассматривали, как связать вот такой узор. Я его назвала колоски, потому что мне напоминает колоски. Может быть, это еще какая-то веточка. В общем, давайте начнем вязать носок. Он у меня на 60 петель. Вяжу я из той же пряжи, из которой я показывала рисунок. Начинаю я вязать с резинки, пятка бумеранг, и по тому же принципу, как и пятка, носок. Все предельно просто. Выдвигаем иглы 30 на 30. И так как я вяжу носок на одной фантуре, мне придется его потом сшивать. Поэтому я даю еще по одной краевой. Теперь я взяла резиночку 3 на 3. Мне очень нравится, как она здесь выглядит. И при этом у меня набор обвития. Вот мне нравится такой краешек у нее. Значит, давайте расставим петли, не меняя плотности. У меня рабочая плотность 6. У вас ваша рабочая плотность. Значит, как мы здесь делаем? Чтобы красиво получилась резиночка, я возьму, и будет она у меня сшита на тех рядах, которые идут лицевыми петлями. Так, вот у меня краевые. Теперь беру 2, одну пропускаю. Так, где моя линеечка, которая позволит мне это сделать быстрее? Вы поняли, одну пропускаем, 3, одну пропускаем, 3, одну пропускаем. Пока я найду линейку, нет, нашла. Вот это вот. Вот так вот. 3 через 1. Делаем набор обвития. Теперь я переставлю каретку. Я люблю ее вот так переносить. Вы же можете перевести каретку, подняв рычаги частичного вязания. И не забыть их опустить. Провязываю первый ряд. Вешиваю грузы. Так, и теперь я смотрю в своей записи, и у меня записано, что резинка 20 рядов. Значит, один ряд мы уже провязали, осталось 19. Вяжем резинку.
Счетчик у меня уже показывает 20. Снимаем грузы. Выдвигаем иглы, которые у нас были задвинуты для этой резинки. Берем декер. Какой декер? Петлеуловитель. Берем петлеуловитель и начинаем поднимать вот эти протяжки. Поднимаем как обычную резинку, ну, как обычный петельный ряд, одну за одной. Ну вот, я подняла все петли. Вам может показаться, что резинка слишком тугая, но потом после ВТО она разойдется и будет нормально. Вот такая вот. Ну и вообще подъем петель, наверное, это самая продолжительная процедура из всего вязания носка. Теперь нужно навесить грузы. Я вешаю, у меня 4 кошечки, но я вешаю 3. Одну посередине, одну сбоку, ну, в общем, и 2 по бокам. Так, теперь вспоминаем о разметке. Берем маркер. Опять-таки, посмотрите прошлое видео. Там я все объяснила про эти разметки. Теперь у нас будет на 60 петель 4 раппорта рисунка. И я помечаю, где у меня центр раппорта. Вот здесь. И вот здесь у меня края раппорта. Здесь у меня раппорты 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Встречаются. Вот еще раз. Здесь раппорты встречаются у меня. Здесь центр. Вот он сейчас встречается, центр. Боковые петли. Проверяем, все ли тут у нас в порядке. 30 на 30 по одной боковой, краевой. Дальше смотрим запись. 42 ряда рисунок. То есть 20 провязали, на счетчике у нас должно получиться 62. Вот теперь где мой треугольный декер. С ним и мы и будем работать. Я провяжу один ряд после резинки. Даже я, наверное, выдвину иглы, потому что тут такое натяжение. Машинка мне может преподнести сюрприз. Так. И чтобы ее не мучить, я выдвигаю иглы, провязываю ряд. Прекрасно. Провязала. Теперь начинаем делать узор. Делаем его все по той же схеме. Я опять ее приложу к видео. Поехали. От края к центру
помним. От края к центру, от края к центру. Начинаем с первой петли. То есть те петли, которые идут вот у нас, где смыкается аэропорт, их мы не трогаем. Они у нас потом нужны для того, чтобы их спустить и поднять, чтобы завершить рисунок. Спускаем петли, которые вот, между рисочками. Спускаем, я сказала. Работаем с петлями, которые между рисочками. Вот я сделала первый ряд. Теперь вяжем второй. И теперь третий. Итого мы должны так провязать, пока у нас не будет 62 ряда на счетчике. Я не буду сейчас показывать по новой, как делать этот рисунок. Вы можете посмотреть его в прошлом видео. Я провяжу 62 ряда и вернусь к вам. Ну что ж, вот я провязала 62 ряда. Вот, полностью поместился даже рисунок последние ряды. И всего получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 повторов. Привет, это включение к вам из будущего. Когда я закончила вязать носок, я поняла, что кое-что забыла сделать. Это спустить и поднять петли. Как это сделать, я показывала в прошлом видео. Сделайте это, пожалуйста, перед тем, как вязать пятку и вязать носок. Теперь будем вязать пятку частичным вязанием. Пятка самая обычная, бумеранг. Значит, когда вы вяжете вот такие носки на однофантурной машине, у вас обязательно будет шов. И подгадывайте так, чтобы шов был с внутренней стороны ноги. Ну, мне за мой шов не стыдно, мне его не видно. Такой рисунок и такая пряжа, что он просто затерялся. Вот. Ну, если вы такой супер-пупер эстет, то подгадывайте, чтобы было с внутренней стороны ноги. Значит, как это подгадать? Для носка на левую сторону, на левую ногу, мы вяжем пятку на правой стороне. Для носка на правую сторону вяжем пятку на левой стороне. Этот носок у меня на левую ногу. Я буду вязать на левой стороне для правой ноги. Провяжу еще ряд, чтобы перевести каретку на эту сторону. Теперь вывожу иглы из работы. Ставлю рычаги частичного вязания на каретке в рабочее положение. Ну, говоря, поднимаю их. Потом вот так. Поближе. Ну и, собственно говоря, алгоритм всем известен, но я все же о нем скажу еще разик. Мы с противоположной стороны от каретки выдвигаем иглу.
Провязываем. Так, обвиваем нить. И лучше сейчас вот переставить грузы. Вот сюда. Так. Теперь в конце этого ряда выставляем иглу в рабочее положение. Выводим из рабочего положения. И провязываем. Обвиваем иглу. Выставляем иглу. Провязываем. Обвиваем нить. Следим, чтобы провязывались эти крайние петли. Выдвигаем иглу. Провязываем, обвиваем. Выдвигаем иглу. Подвешиваем грузики вот так поближе, чтобы вот точно-точно все провязалось. Я хорошо так навешиваю, у меня пряжа это позволяет. Так. Провязываем. Обвиваем. Выставляем. Повторяем этот алгоритм, пока у вас не останется треть петель в работе. И тогда я вернусь к вам и покажу, что нужно делать дальше. Итак, вот я провязала 10 рядов. Теперь мы начинаем наши манипуляции в обратную сторону. То есть теперь мы вводим иглы в работу. Тоже с обратной стороны от каретки. Провязываем. Тоже также обвиваем нить. Вводим иглу. Обвиваем нить. Вводим иглу в работу. Обвиваем нить. И так делаем до того момента, пока у вас не закончатся здесь иглы. Так, вот у меня иглы закончились. Теперь выводим, опускаем рычаги и провязываем ряд. Вот наша пяточка. Теперь дальше у нас идет часть, которая длина стопы. Перед началом вязания, ну сейчас тоже не поздно, нужно померить, какая у вас длина стопы. И отнять от этого значения длину этого треугольника 2 раза. Почему 2 раза? Потому что пятка, вот она, и носок у нас будут связаны одинаково. И я бы еще отняла там 1-2 сантиметра просто на растяжимость, чтобы носок не болтался в длину. Но это вы уже смотрите сами, надо, не надо. Смотря куда вы его будете носить. Дома, я считаю, можно и ничего не убавлять. В общем, значит, из этой длины мы отняли длину пятки, длину носка, для того, чтобы узнать, сколько же вот этого ажура нам нужно будет провязать еще. У меня так получилось, что
столько же, сколько и на голенище. Наверное, грамотно говорить не голенище, а поголенок. Или поголенок. Я возвращаю, значит, грузы сюда на край. Сюда пока что я навешу так двойной, наверное. Или не надо двойной? Ладно, не буду. И сюда. Вот так вот. Значит, сглаживающий ряд мы провязали. Можно, в принципе, я бы даже сказала, нужно начинать вязать рисунок уже сейчас, потому что, ну, чтобы не было прерываний, чтобы наша ажурная дорожка шла красиво, как ей положено. Ну, собственно, начинаем вот прямо отсюда вязать стопу. Тоже 7 повторов. Поехали. Итак, вот я провязала еще 42 ряда. Привет, это включение к вам из будущего. Когда я закончила вязать носок, я поняла, что кое-что забыла сделать. Это спустить и поднять петли. Как это сделать, я показывала в прошлом видео. Сделайте это, пожалуйста, перед тем, как вязать пятку и вязать носок. Теперь будем делать носочек. Носочек у носочка. Мысок, по-моему, это называется, да? Будем это делать, опять-таки, на левой стороне. Значит, здесь половину игл мы выдвигаем в нерабочее положение. Для этого нужно, для того, чтобы начать вязать здесь пятку, нужно каретку перевести на ту сторону. То есть провязать еще один ряд. Теперь выставляем иглы в переднее нерабочее положение. И не забываем на каретке поднять рычаги частичного вязания. Рычаги подняты. И теперь я вяжу носочек. Для этого все по-старому. Выдвигаем иглу с противоположной стороны каретки, провязываем ряд. Выдвигаем иглу с противоположной стороны каретки, делаем обвитие, провязываем ряд, делаем обвитие, выдвигаем иглу, провязываем ряд, перевешиваем грузы. Я вот побольше грузика вешаю, делаю обвитие. Выдвигаю иглу. Следите обязательно за оттяжкой. Внимательно следите, чтобы провязывали все иглы и оттяжка была достаточная. Ну, в общем, я провяжу уже весь носочек до конца. И вернусь к вам, когда уже будет время снимать его с машины. Ну что же, я довязала носочек. Теперь распределяем обратно грузики. Так, это я отсюда сняла. Отсюда его. Вот. Этот снимаем посерединке. Вот, вроде бы везде хорошая оттяжка получилась. Опускаем рычаги частичного вязания вниз. И провязываем ряд. На этом основная наша работа сделана. Берем бросовую нить. Я ее уже подготовила заранее. Вот. Проделав нитеводитель, продеваем ее в каретку. Так, что здесь такое? У меня здесь
узелок на этой нити, но это ничего страшного, это все-таки бросовая нить, я ее просто потом распущу и выброшу. Вот я тоже тут закрепила, проделав нитеводитель, проверила натяжение. Так, вроде бы все в порядке. И провязываем несколько рядов бросовой нити. Это узелок мой. Так. И еще один, я так понимаю. А, нет, тот же. Вот, в принципе, этого достаточно. Ну, кто боится, что оно распустится, или у кого может быть скользкая нить, тогда провяжите больше рядов. Теперь я провожу еще раз кареткой. Возьму это все так вот вместе, потому что оно сейчас как... А нет, я лучше сниму, чтобы не было этого как. Теперь это все так берем в охапку и проводим каретку. Раз, все. Полотно снялось. И смотрим. Вот он наш носочек. Вот он. Отпариваем, сшиваем, стираем и носим с удовольствием. Всем спасибо, кто посмотрел. Ставьте